Всем привет, мои хорошие! Сегодня поступил запрос на то, чтобы я показала, как я делаю печенье. Печенье я делаю двух видов. Это плотные, это с ЖТСами, который я вам показывала. И делаю более быстрый вариант, когда мне хочется что-то более мягкое, такое более рыхлое, что ли. Давайте я покажу, из чего мы сегодня будем делать наше печенье. В первую очередь я беру крошку каолина. Все, высыпаем. У меня прям крошечка, практически мука. Каолин придает нежности и слегка такой рыхлости. Так. Дальше мы добавим муку от Астаны второй. Сейчас я вам покажу. Видите, тут и кусочки. И мука. Немножко возьмем. Она хорошо растворяется. И получится вкусные печеньки. Так. Ну, просыпать мимо это мой конек. Дальше добавим чуть-чуть туркестанчика, крошки туркестана. Также. Чтобы они совсем уж не разваливались, я добавлю еще ЖТСай белый, тоже крошку. Так. Вот так. И я хочу еще добавить чуть-чуть яшмы. Попробовать. Когда я делаю быстрые печеньки, я не заморачиваюсь с формой. То есть я не жду, пока это все дойдет до пластилиновой массы. Я их ложкой. Сейчас я вам покажу. Несколько кусочков добавим. Так. Попробуем, как с яшмой получится. С яшмой я еще не делала ни разу. Так что это, так сказать, первый эксперимент. Теперь я хорошо все перемешаю. Всю нашу массу. И заливаем все это водичкой горячей. Так. Звук, конечно, стоит обалденный. Залили, хорошо перемешиваем, чтобы это все до однородной массы у нас получилось. Запах стоит нереальный. Так, все перемешиваем.
даем настояться, но буквально минутки 2-3, чтобы большенькие кусочки растворились в более такую однородную массу. Вот каолин винницкий, он не сразу растворяется. То есть если крошка сразу, пыль, вернее, сразу растворяется, то гранулки им нужно какое-то время. Вот так потихоньку все перемешиваем. Туркестан сразу окрасил всю массу. Вот смотрите, какая красота получилась. Вот так. Вот по ходу перемешивания она загустевает, более густой становится. Холодной водой не заливайте, нужно заливать именно горячей водой. Во-первых, обеззаразите, продезинфицируете. Во-вторых, так они растворяются, эти растворяются лучше намного. Вот такую в кашицу. Вот у нас жидковатая получилась. Сейчас еще с вами добавим муку остальную. Я ни разу не снимала такой процесс. Но если вам понравится, будем экспериментировать. Вы прям будем придумывать рецепты с вами. Пишите мне, из чего сделать. Будем с вами экспериментировать. Так, вот уже хорошая получилась. Такая более или менее не жидкая. Я сейчас прям попробую. Ой, вкус Туркестана желтого. Вроде чуть-чуть добавила, а чувствуется вообще хорошо. Такой яркий. Вкуснятина. Сейчас еще чуть-чуть добавим. Воды я перелила, конечно. Если мне потом нужно будет форма, как-то их покрасивее сделать, я просто ножичком придаю форму, подчищаю, где мне надо. Вот, мы довели до нужной консистенции. Теперь мы можем формировать. Цвет обалденный. Кофе с молоком такой. Так. Остаточки с ложки снимаем. Вкуснятина. Теперь мы берем столовую ложку. У меня вот такая крышечка. Мне удобно на эту крышку выкладывать печеньки, потому что она идеально у меня входит на батарею. И вот так вот ложечкой я выкладываю. Так маленько приминаю. Ничего сложного вообще, абсолютно. То, что они некрасивые, это пока высохнут. Мы их придадим им форму красиво. Вот так. Во-первых, они так сохнут очень быстро. А во-вторых, мне удобно
не заморачиваться, выложил на форму и на батарею. И получается вкусно. И сохнут они, кстати, очень быстро. Ну, готовый результат, конечно, мы с вами посмотрим. Вот так. И попробуем, что у нас получится. Лепим, как говорится. Если они получатся чуть-чуть толстоватые, ничего страшного. Они не будут сильно прям такие плотные. Они будут хрустящие, но не такие, как с ЖТСАем. Сейчас мы соберем остаточки и разложим. Вот она начинает остывать, и все, прям вообще становится густой-густой. Это тот вариант, когда нужно сделать быстро. Вот у нас тарелочка пустая. Вот так. И теперь этот мини-подносик, так сказать, мы отправляем на батарею и ждем, пока они подсохнут. В общем, вот такой результат у нас с вами получился. Когда я положила сушиться печенье, у меня сын внес, так сказать, свои коррективы. Изначально форма была вот такой. Но я обнаружила, что у меня ребенок залез руками. Подумала, видать, что это пластилин. И мне пришлось придавать им форму. То есть я покрутила, и они стали более плотные. Но эти еще не до конца просохли. А вот это уже хорошо высохло. И когда они высохнут, можно придать вот такую форму им. Такие кругляши. Давайте пробовать, что у нас с вами получилось. Засвечиваю тут. Калин, видите, не до конца растворился. От яшмы разводы. Откусывается легко. Вкус Астаны вперемешку с Туркестаном и, извините, и чувствуется калин. Сюда я добавляла калин винницкий. Ну, сейчас откусим еще от такой печенки. Здесь калины не так много, как в круглой. Здесь чисто вкус Астаны. Побелочка.
меловой. Вкусно получилось. Если тут из таких круглых, то можно сделать вот такие шайбочки. Чтобы они покрасивее смотрелись. Эти еще нужно положить досохнуть. Вот такие печенья сегодня у нас с вами получились. Ну, а так для себя, в принципе, форма не настолько важна. Но потом, когда я вам буду показывать, какие из глины конфетки можно сделать, я, конечно, эти печеньки, вот такие шайбочки сформирую. Было красиво и удобно. Всем спасибо за просмотр. Всех обнимаю, целую. Пока-пока.